مرحبا بيك. Добрый день! Здоров! Привет, как дела? Все нормально, но... Мы пойдем. Пошли. Я плохо говорю по-русски, но я хочу попробовать. Нет. Давай. На Спасской башне часы били 3. Такой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком, било 3 часа ночи и в 15 веке. Меня зовут Чанг. Я из Вьетнама. Мне 20 лет. Я буду учиться в университете нефти и газа имени Губкина. Потому что я хочу стать инженером. Мой папа преподает геологию в университете. Мой младший брат Лам – школьник. В Москве мне нравится экология. Много садов, парков, лесов. И воздух чистый и свежий, даже летом. Я думаю, в Москве воздух более чистый, чем во Вьетнаме. Наверное, потому что в Москве люди обычно ездят на метро, которое использует электроэнергию, а во Вьетнаме слишком много скутеров. Во Вьетнаме на улицах продают еду для студентов и школьников. На улицах вы можете видеть людей, которые возят цветы, фрукты или блюда для завтрака на велосипедах. Они медленно ездят по улицам и продают эти вещи. А в Москве почти все продукты продают в магазинах, в кафе или ресторанах. Я очень люблю пить молоко. Я могу пить его даже с мясом. Во Вьетнаме больше свежих фруктов, чем в Москве. Например, арбузы, личи, манго, дыни, мандарины, но меньше ягод, чем в Москве. Когда я жила во Вьетнаме, я никогда не видела снег. Поэтому я думала, что зима в России очень красивая. Но сейчас я живу в России и ненавижу зиму, потому что зимой здесь очень холодно, и каждый день очень трудно вставать. Я никогда не пойму, почему в России снег идет в мае, а люди могут плавать в реке, когда температура меньше, чем 0 градусов. Мне не нравится, что в Москве люди всегда спешат. Я не понимаю, почему в России слишком мало показывают иностранное кино с субтитрами в кинотеатрах. Меня зовут Хуберт. Я из Зимбабве. Мне 24 года. Мой папа администратор в университете. Моя мама домохозяйка. Мое любимое место в Москве – парк Царицыно. Там очень красивая природа. И мне нравится здание там. Архитектура. Я очень люблю играть в футбол на поле и на компьютере. Я буду учиться в МИРЕА. Я буду изучать информатику.
потому что я хочу работать программистом. А еще я хочу стать президентом Зимбабве, потому что у нас в стране много проблем. И я хочу попробовать решить их. Меня зовут Элли. Мне 24 года. Я из Индонезии. Я буду учиться в университете Nefti Igaza имени Губкина. Я хочу стать преподавателем в университете в Индонезии. Я думаю, в России живут интересные люди. Очень мало людей говорит по-английски. Наверное, они думают, что все люди в мире умеют говорить по-русски. Я думаю, что люди в России очень сильны, потому что они живут в самой холодной стране в мире. Иногда я скучаю по солнцу в России, потому что здесь его почти нет, кроме июля. Но в моей стране оно каждое утро улыбается. Меня зовут Лю Вэнчао. Я из Китая. Мне 25 лет. Мои родители фермеры. Они занимаются киви. У меня есть младшая сестра. Ее зовут Лю Явэн. Она учится в школе. Я буду учиться у МФТИ. Я буду изучать аэродинамику, потому что я хочу строить самолеты. Мое любимое русское слово – искусство. Это слово напоминает мне о русской поэзии, живописи, об известных русских художниках Лепин, Левитан, Васильцов, Айвазовский. Я люблю ходить в Третьяковскую галерею. Это мое любимое место в Москве. Мне очень нравятся русские художники. Живя в Москве, я узнал, что русские очень любят ходить в музеи. Почти каждый раз, когда я иду в музей, там есть большая очередь. Однажды я стоял в очереди больше 2 часов. Я никак не пойму, почему русские девушки не только высокие, но также красивые. Но причина уже не важна, так как это замечательный массаж для глаз. Меня зовут Нян. Мне 19 лет. Я из Вьетнама. Мои родители кузнецы. Я буду учиться в университете нефти и газа имени Губкина. Я буду проектировать газопроводы и нефтепроводы. Мое любимое место в Москве – это Красная площадь. Она большая, интересная, удивительная. Я боюсь русскую зиму. Зима в России похожа на холодильник. Когда я первый раз увидела, как идет снег, мне было интересно. Но когда шел снег еще в мае, это было странно и ужасно. Мне нравится в Москве хорошие продукты, чистый воздух, красивые
красивые девушки. Я обычно езжу на метро в университет, хотя там очень шумно. Каждый раз, когда я езжу на метро, я желаю, чтобы в Вьетнаме у нас было такое же хорошее метро, как и в России. Меня зовут Хау. Я из Вьетнама. Мне 19 лет. Я буду учиться в университете нефти и газа имени Губкина. Я буду заниматься газопроводами и нефтепроводами. Если бы я была мужчиной, я бы женилась на русской женщине. Потому что женщины в России очень красивые и высокие. Лето в Москве похоже на зиму в Вьетнаме с высоким синим небом и разными красивыми цветами. Еще в Москве воздух более чистый, чем в Ханое. И моя одежда не очень грязная, когда я весь день хожу пешком по улице. Это так хорошо. Я думаю, люди похожи на окна, потому что они могут быть открытыми или закрытыми. Еще в них или есть свет, или нет. Меня зовут Габриэл. Я из Намибии. Мне 21 год. Я буду учиться в МРЭА. Я буду изучать электронику и наноэлектронику, потому что мне всегда было интересно, как делают фотоаппараты, ноутбуки, компьютеры, телефоны. Моя мама учительница в школе. У меня есть 7 братьев и сестер. Самой старшей сестре 29 лет. Она преподаватель математики в школе. Мое любимое место в Москве – парк Царицына. Там красивые фонтаны, красивая архитектура и большой зеленый лес. В Москве больше парков, чем в Намибии. Но в Намибии почти каждую ночь у нас очень красивое звездное небо. Меня зовут Pham Thi Thuy Diệm. Я из Вьетнама. Мне 20 лет. Я буду учиться в университете нефти и газа имени Губкина. Я хочу стать инженером. Мне очень нравится математика и физика. Мне не нравится, что в России люди много курят. Снег красивый, но его слишком много. Я думаю, люди похожи на деревья, потому что деревья иногда зеленые, а иногда у них нет листьев. Почти как люди. Люди тоже иногда устают. Меня зовут Phạm Văn Thành. Я из Вьетнама. Мне 24 года. Я буду учиться в университете нефти и газа имени Губкина. Я буду изучать геологию. Вьетнам абсолютно не похож на Россию.
не понимаю, почему русские добавляют укроп почти во все блюда. Я очень люблю Москву, но вообще-то только лето в Москве. Мое любимое место в Москве – Москва-река, на станции метро Воробьевы горы. Там я чувствую себя как дома. Мы говорим с тобой на разных языках, отозвался Воланд. Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Меня зовут Фейсал Бадрдин Силави. Я из Алжира. Мне 20 лет. Алжир называют африканской Бразилией, потому что техника наших футболистов похожа на их. В Алжире футбол играют все везде. Почти все мальчики хотят стать футболистами. Самый любимый музыкальный инструмент у людей в Алжире – это барабан. В Алжире есть много разных барабанов. На барабанах играют везде, на стадионе, на свадьбе, вообще на любом празднике. Я никогда не пойму, почему русские девушки делают макияж, они красивее без него. Мне нравится в Москве транспорт, потому что он всегда есть. И вообще мне нравится все, кроме погоды. Я буду учиться в Рудине. Я буду изучать нефть и газ, потому что мне интересна химия. Спасибо большое вам. Давай! Я думаю, это
Это нехорошо. Да, конечно. А сейчас это красный. Да, эй. Это плохо. Это тоже плохо. Давай, ты можешь! Ты не можешь, я думаю, но...